Геополитбюро продолжает свою работу. В студии политолог Руслан Сафаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, у нас сегодня необычный ожидается выпуск, потому что мы сегодня решили поговорить не о причинах, не о каких-то, так сказать, перспективах того или иного конфликта. Мы решили поговорить о том, как может выглядеть вообще сам по себе ядерный конфликт. Дело все в том, что за последнее время огромное количество появилось политиков, которые рассуждают об этом с легкостью, с какой, я не знаю, можно рассуждать там о поедании карамельных конфет. Будет там ядерная война, как она ограничена, еще что-то. И, в принципе, не так все это страшно. Мы сегодня решили поговорить, собственно, как это все будет выглядеть, если, не приведи Господи, это когда-либо вообще случится. Потому что риски такие на сегодняшний день в международных отношениях имеются, обстановка, как вы понимаете, накаляется. Здесь у нас постоянно то план Трампа, то не план Трампа, то еще что-то. Но при этом все как-то очень активно вооружаются. Еще раз говорю, про ядерное оружие говорят все чаще. Как будет выглядеть этот конфликт, что из себя вообще представляет ядерное оружие, об этом мы сегодня будем пытать постоянного участника работы Геополитбюро, нашего доброго друга, что меня очень сильно радует. С нами главный редактор портала «Геоэнергетика.Инфо» Борис Марцинкевич. Глубоко уважаемый Борис Леонидович, приветствую вас. Всем добрый день. Всем добрый день. Учитывая тему, добрый день. Борис Леонидович, я еще хотел бы начать. Я для наших зрителей здесь открою немножко тайну. Мы уже не первую неделю обсуждаем эту тему между собой. И давайте начнем с чего. У нас есть разные виды ядерных зарядов. Есть там, условно говоря, базирующиеся на уране, есть базирующиеся на плутонии. Вы мне говорили, что, собственно говоря, там есть определенная разница работы этих ракет. Давайте, может быть, с этого начнем, а потом уже перейдем непосредственно к тому, как может выглядеть такой не приведи бог, конфликт. Я сейчас начну с предисловия. Мы работаем в зоне открытых данных, никаких закрытых государственных секретов, разумеется, раскрывать не собираемся, тем более, что мы их и не знаем, слава богу. Первый момент. Второй момент. Прямо сейчас я у вас на глазах отключаю у себя совесть, то есть дальше я разговариваю как физик, который вообще больше ничего не интересует. Причины возможных конфликтов ядерных, это все не ко мне, это к вам, господа политологи. Здесь вы умеете лучше раскрывать, анализировать, как это может начаться, а чем это может закончиться, как это будет выглядеть, да, конечно, можно поговорить. Так, для разминки. Что такое ядерный взрыв, собственно говоря, с чего начиналась атомная гонка? Первые эксперименты, которые провели в натурном виде американские специалисты, сначала у себя на территории, затем на территории Японии, это действительно два разных типа ядерных боезарядов, или атомных, наверное, так можно условно назвать. То, что произошло в небе над Хиросимой, это 70 тысяч трупов, это взрыв эквивалентной мощностью 15 килотонн. Опять же, чтобы в абстракцию не уходить, грубо говоря, 5 килограмм тротила сложат подъезд пятиэтажки. А здесь одномоментно взрыв 15 тысяч тонн. Действительно хорошее, красивое видео показывает, как выглядит результат. В небе над Хиросимой была взорвана урановая бомба, то есть это уран, обогащенный по содержанию делящегося изотопа, уран-235, порядка 90%. Цепная реакция деления, то, что мы в школьных учебниках когда-то читали, свободный нейтрон попал в ядро урана-235, развалил его на части, выделилось уже два свободных нейтрона, они, в свою очередь, ударили в два ядра урана и так далее. То есть со скоростью 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. А при этом, собственно говоря, на эту реакцию уходят микросекунды. Пока я все это проговаривал, разделилось бы невероятное количество атомов. Опять же, чтобы было немножко понятно, каждый такой акт деления сопровождается выделением энергии, очень небольшой на самом деле, но поскольку 1 грамм урана – это 10 в 19 степени атомов, я не очень разбираюсь в этих числах, 9 нулей – это миллиард, миллиард миллиардов – 18, 10 миллиардов миллиардов. Результат мы наблюдаем.
Тем не менее, из 20 килограммов боезаряда взорвалось, собственно говоря, только 6. Скорость разлета, реакция отделения происходит быстрее, чем попадание, то есть вероятность попадания свободного нейтрона в ядро значительно ниже. То есть не все успело прореагировать, не все успело разделиться. То есть коэффициент полезного действия там оказался в пределах 10-15%, что, конечно, военных не сильно порадовало. Материал дорогостоящий, расходы на подготовку экипажа, соответственно, на производство самого бомбардировщика, расходы топлива, и вот такой не очень большой результат. Всего около 70 тысяч трупов, и город полностью не сгорел. Высота подрыва была около 900 метров, это не наземный взрыв. При такой мощности, собственно говоря, вот этот раскаленный шар, он даже поверхности Земли не коснулся, но как-то не очень удачно получилось. Подумали американские экспериментаторы и решили, как положено ученым, продолжить исследование Нагасаки. Вот здесь был плутониевый боезаряд, и здесь получилось то, что, конечно, специалистам из Пентагона понравилось намного больше. Всего 6 килограммов плутония 93-го с частотой, опять же, до 90%, и в результате уже 20 килотонн. Эквивалент тротиловый, то есть вещества меньше, а взрыв значительно больше. Количество трупов приблизительно такое же, разрушения выше, остались довольны. То есть первый этап ядерной гонки – это как раз наработка оружейного плутония в тех самых атомных реакторах первого поколения. Старт, напомню, был дан в 1942 году в городе Чикаго, знаменитая чикагская поленница, группа специалистов под руководством Нобелевского лауреата Ферми, действительно выдающийся результат. Управляемая цепная реакция впервые была осуществлена там. У нас это произошло чуть позже, мы не готовились, мы не думали о том, что война должна быть вот такой, но пришлось реагировать, за что низкий поклон и научному руководителю спецкомитета Игорю Васильевичу Курчатову, и, конечно, его главному руководителю Лаврентию Павловичу Берию. Плутоний. Это был первый этап, то есть вот такие бомбы, хорошо, их довели до эквивалента там порядка 40 килотонн, выше уже не получалось. Для того, чтобы взрыв произошел, есть такое понятие критическая масса. Если в определенном объеме определенное количество, определенную массу делящегося вещества собрать, то человеку уже не нужно. Реакция происходит сама по себе. Следовательно, для того, чтобы взрыв не произошел там, где не надо, и в ненужное время, нужны определенные усилия. То есть в случае урановой бомбы критическую массу разделяют на две части, и, грубо говоря, как из пушки, эти две части несутся навстречу друг другу с тем, чтобы превысить критическую массу. Вот это дополнительное устройство, это дополнительный вес, дополнительный объем, бомболюки, самолеты, ракетная программа только-только начиналась, все это было не очень удобно. С плутонием там еще сложнее, там внешний взрыв сдвигает отдельные пластины плутония внутрь, то есть взрыв не вовне, а внутрь, чтобы сдвинуть и чтобы опять же получить критическую массу. И уже после того, как был прекращен Манхэттенский проект, группа Оппенгеймера посчитала, что то, что они получили в результате, это не то, о чем они думали. Напомню, что старт Манхэттенского проекта начался с письма физиков, в том числе и подпись Альберта Эйнштейна стояла. Они старались опередить гитлеровскую Германию, где во главе науки остался Вернер Гейзенберг, опять же, Нобелевский лауреат, один из создателей квантовой физики, действительно очень талантливый человек. До сих пор остается большой загадкой. Это его таланта не хватило на то, чтобы создать атомную бомбу, или как раз его таланта хватило на то, чтобы не создать? Вот такой большой вопрос. По-разному оценивают, почему именно не пошла атомная программа в Германии. В Германии, как вы знаете, все закончилось тем, что тоталитарный советский режим довел до самоубийства законно избранного канцлера. Мы уже тогда отличались тем, что нам сейчас приписывают. Не любили мы избранных канцлеров. Хорошо, что в Германии их сейчас любят и поминают добрым словом.
Тем не менее, один из специалистов, который работал в Манхэттенском проекте, Уильям Тейлор, да, под руководством Ферми, под руководством Оппенгеймера, Ферми ему поручил исследовать возможность организации термоядерного взрыва. То есть ядерный взрыв – это деление ядер тяжелых химических элементов, термоядерный – это слияние атомов легких в более тяжелые. При этом запас энергии, который выплескивается, кратно выше, чем в случае деления. То есть синтез дает куда как больше эффект. Если кто-то следит за темой атомной энергетики, то вот есть атомная электростанция, но мы уже лет 50 тому как пытаемся добраться до термоядерного синтеза, но именно управляемого. Здесь об управлении речь не шла. Тейлор работал именно в этом направлении, он согласился, что необходимо продолжать, отличался ярым антисоветизмом венгерского происхождения. С таким настроением он приехал из Европы, сбежал из Европы, спасся из Европы, как угодно можно называть. Ему повезло, потому что в противном случае, конечно, под немецкую программу Холокоста он бы, конечно, попал. Откуда такая ненависть к Советскому Союзу, мне сказать сложно, это, пожалуйста, к психиатру. Это сложно. Термоядерная реакция на Солнце обусловлена огромной силой тяжести. Солнце очень тяжелое, соответственно, гравитация очень высокая, и ядра просто вдавливают друг в друга в самом буквальном смысле этого слова. Но для этого требуется такая сила гравитации, которую мы создать не можем. Температура внутри Солнца не самая большая, как ни странно, порядка 1 миллиона градусов. Вот это можно повторить, а поскольку гравитации нам не хватает, значит, температура должна быть еще выше. На всякий случай, температура в центре термоядерного взрыва достигает 100 миллионов градусов, значительно выше. Задача была, как заставить сливаться ядра. В ядрах находятся протоны, соответственно, протоны у нас с плюсами, взаимное отталкивание одинаково заряженных частиц, как с магнитом, там одинаковые полюса друг от друга отталкиваются. То есть одно ядро с плюсом, второе ядро с плюсом, как надо преодолеть это электромагнитное отталкивание, заставить их стиснуться. Не буду в подробности. Выглядит это так называемая схема Уильяма Тейлора. Уильям – это математик, который помог все это обсчитать. Там огромное, наверное, сейчас современным ИВМ-то это ничего, но когда шли вот эти работы, самое мощное средство вычислительное – это был арифмометр. Компьютеры только-только развивались. Там, к сожалению, схемы, наверное, под рукой нет. Что такое термоядерный взрыв? Сначала взрывается плутоний, обычный атомный взрыв, но направленный вовнутрь. Для того, чтобы протоны в составе трития и дейтерия преодолели электромагнитное отталкивание. Вот эта энергия поступает в бустер, так называемый. Здесь на всякий случай, чтобы точно энергии хватило, следует еще один обычный атомный взрыв, теперь уже урана. И вот эта энергия хватает для того, чтобы началось слияние легких ядер с еще одним выбросом энергии. Если смотреть в процентном соотношении, то, собственно говоря, энергия термоядерного взрыва – это не более 20%. Все остальное – это обычный взрыв. Для усиления многократного используют оболочку. Если мы говорим о войне, оболочка бомбы изготавливается из урана-238. Термоядерный взрыв дает огромный поток нейтронов, быстрых нейтронов. Они мгновенно вызывают образование из урана-238 плутония-239. Поскольку масса велика, но оболочка бомбы здесь счет на тонны, происходит еще один, третий по счету атомный взрыв. Собственно говоря, так выглядит термоядерное оружие в классическом исполнении. Сейчас, может быть, какие-то конструктивные изменения внедрены, но, собственно говоря, идея один общий, так скажем, атомный взрыв, потом уже внутри бустера термоядерный взрыв и взрыв оболочки. То есть 4 этапа. Что получают по итогам?
Если говорить о взрывах урановых и плутониевых бомб, здесь помимо обычных поражающих факторов ядерного взрыва, световое излучение, тепловое излучение, температура, разумеется, радиоактивный импульс, радиоактивное заражение. Здесь оно велико, поскольку, как я уже сказал, не все атомы урана успевают прореагировать, они рассыпаются в разные стороны. Уран-235 или плутоний разлетается в зависимости от мощности взрыва на определенный радиус. Вопросов очень много. На какой высоте, какая погода была, высотные взрывы более 10 километров. Это один результат. Поближе к Земле другой результат и так далее, и так далее. Прореагировавшие ядра урана превращаются в йод-131. Это то, что первое мгновение, очень серьезное излучение, но короткое, там несколько часов. Дальше основную роль в радиоактивности играет стронций. Это уже десятки лет. Все это, местность достаточно долго заражена, если не предпринимать специальных мер. То есть собрать зараженный грунт, дополнительное условие, каким был ветер. То есть эту радиоактивную пыль может унести на достаточно далекое расстояние. В случае чистого термоядерного взрыва, то есть без оболочки, царь-бомба, там оболочка была просто из тяжелого металла, и не более того, это не был уран, 58 килотонн, 58 миллионов тонн тротила. Вот здесь заражения осколками деления почти нет. Термоядерный взрыв, он такой относительно чистый. Но при этом дополнительным поражающим фактором является огромной плотности поток нейтронов. Это наведенная радиация. На все, до чего эти нейтроны успевают добраться. До нас с вами, до зданий, бетонных конструкций, металлических конструкций, грунта, асфальта, бетона. То есть заражается все, что только может быть, за счет наведенной радиации. В случае, если оболочка выполнена из урана, вот все то, что я говорил, йод, стронций и так далее, все это тоже в виде осадков выпадает. Так что говорить о том, что какое-то оружие не такое страшное, а какое-то это вообще такое ласковое, у меня не получится. Я бы предложил поделить нашу сегодняшнюю работу на два. То есть я рассказываю про физику, а если вы считаете необходимо добавить какой-то эмоциональный окрас ко всему сказанному, это с вас. Да нет, я здесь как раз-таки тоже предлагаю оставаться в рамках холодного разума, потому что если мы сейчас начнем сюда еще эмоции добавлять, будет совсем плохо. У меня один только маленький вопрос, как от человека, который к физике, мягко говоря, до физики, от физики далек, точнее. Водородная бомба, это из какой категории? Это термоядерный взрыв, так называемый. Да, дейтерий, тритий. Дейтерий – это изотоп водорода. Если вспоминать модель Бора солнечную, тяжелое ядро, на орбитах вращаются электроны, это классика. Самый простой – это водород. У него в центре ровно один протон, вокруг которого электрон вращается. Дейтерий – это протон, видимо, заскучал в одиночестве и пригласил к себе в гости нейтрон. И теперь их там уже двое, им хорошо. А поскольку традиция говорит, что на троих соображать еще лучше, если притянуть к себе еще один протон, то это уже тритий. Вот, дейтерий и тритий сливаются, но, в принципе, это тот же водород. По химическим свойствам он ничем не отличается от самого обычного водорода. Физические свойства совершенно другие. Вот отсюда название такое, водородная бомба. Борис Леонидович, я, собственно говоря, давайте тогда обсудим первый этап. Началась, не приведи бог еще раз, это уже в 16-й раз говорю, ядерная война, у нас наносится первый удар. Большая вам благодарность за то, что вы в итоге согласились вот на эту тему рассуждать и говорить. И мы старались сегодня быть оба предельно сдержанными, хотя, скажу честно, в паре моментов у меня ком уже подступал к горлу, представляя, какие могут быть картинки. Борис Ильич, большое спасибо вам за ваше время и за то, что вы нас сегодня просветили на такую горькую, что делать, тему, которая есть, к сожалению. В этом состоянии мы живем, не надо об этом забывать. Всем спасибо, всем всего доброго. Друзья, скажу только одно. Мы сегодня не пытались никого пугать, мы сегодня не пытались никого там что-то изобретать. Цель предупредить. Мы действительно стали в последние годы, они были такие более-менее мирные, помните, вся глобализация, все люди братья и все прочее, мы стали немножко забывать о том, какие риски несет в себе ядерное оружие. И в то же время парадокс, какую защитную функцию оно несет.
Я очень надеюсь, что политики во всем мире будут помнить про защитную функцию и очень внимательно рассуждать на темы применения этого оружия уже непосредственно в боевых условиях. Я очень на это надеюсь. Вот эти все рассказы, вы знаете, это где-то там вот что-то случится, где-то взорвется, нас не касается. Пример, который мой сегодняшний гость приводил с Индией и Пакистаном, очень характерно, очень важно. Потому что в мае как раз-таки эти рассуждения уже были, когда там напряжение началось. Где-то там Индия, Пакистан. От нас, вот от Москвы, тут 1000 километров. Коснется всех. Выживших не будет. Это будет конец цивилизации. Цивилизация, которая в состоянии, как мне кажется, двигаться и двигаться вперед. Осваивать гигантский космос, осваивать глубины планеты и так далее. Я очень надеюсь, что об этом будут думать политики во всем мире. Но мы сегодня сделали вот такое предупреждение. Что вы об этом думаете, конечно же, будем рады услышать в комментариях. Большое вам спасибо за то, что смотрите нас, за то, что подписываетесь на нас на разных платформах. Как всегда, отдельная благодарность тем, кто подписан на наши бусти и спонсоры. Благодаря вашей финансовой поддержке канал имеет возможность продолжать свою работу. Спасибо вам за это.